Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у нас подробный мастер-класс вот этого вот мотива для пледа. Шикарно, девчонки. Я думаю, вам понравится, потому что понравилось мне. Узор взят из вот этой вот книги, на которую я делала обзор. Это мотивы не крючком, а спицами. Видите, сразу в голове заложено, что если мотив, то это крючком. Нет, это мотивы спицами. Еще пару мотивов я отсюда свяжу обязательно на канал. Я купила еще одну такую книгу, вот когда я делала обзор. Я купила еще одну для того, чтобы разыграть. Книга на чешском языке, и я думаю, кто-то напишет, вернее, я прошу, чтобы кто-то написал, как называется приложение, которое переводит, вот, чтобы вы могли без труда, вот такие вот все мотивы есть в этой книге, пользоваться этой книгой. Ну, я думаю, в наше время перевести это вообще не проблема, перевести текст. Вот шикарные мотивы, девчонки. Я же говорю, я делала обзор на эту книгу, я оставлю под видео в описании обзор на нее. Вот, и выиграет эту книгу самый популярный комментарий. Все очень просто под этим видео. И пошлю я ее в любую страну. Книга шикарна. И еще раз повторюсь, вот, не буду долго затягивать вступление. В общем, самый популярный комментарий. Через 2 месяца я разыграю вот эту вот книгу и отошлю. Вот, который будет под этим видео. Итак, у нас вот этот вот мотив лепесток сегодня. Лето у нас, так что мы вяжем меньше обычно летом. Ну, я и сужу по просмотрам. Вот. Да, и летом хочется погулять. Вот. Итак, вот такой вот мотив. Еще оставлю под видео в описании одно видео, как можно. Я его сшивала, да. Вот я эти мотивчики сшивала, чтобы вам показать. Вот такой вот теневой лепесток здесь. Вот, я сшивала, но можно их вязать цельновязано. Вот, как их вязать, вот именно эти мотивы цельновязано, у меня есть видео на канале. И я тоже оставлю ссылочку в описании и, наверное, в первом закрепленном комментарии. Если получится, девчонки, я сейчас работаю с телефона. И я все никак его не могу освоить. Вот как вести YouTube канал с телефона. Поэтому мне сейчас сложновато. Итак, все, наговорила уже много. Еще скажу, хотела обязательно это озвучить, что я оставила вот момент вот этого лепестка, он делается крючком. Вот, я оставила без сокращения, без ускорения, без ничего, чтобы вам было, если кто соберется вязать, вот, чтобы вам было понятно. Все, девчонки, начинаем. Итак, вне зависимости от пряжи, я буду вязать, вот, допустим, вот этой вот пряжей. Да, вот такая вот она у меня в трубочку. Ну, это она классно смотрится в кадре. Значит, вы берете спицы рекомендуемого размера вот для вашей пряжи, которую вы вязали, либо на глаз, на ваше усмотрение, это не важно. Важно, знаете что, важно крючок на размер больше, чем спицы. Спицы у меня 3,5, а крючок 4,5. Вот. И набираем 65 петель. Обычным классическим способом. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот смотрите, какой у меня кусочек остался. Угадала я в этот раз. Так, итак, 65 петель я набрала. Далее первую петлю снимаем, вяжем 31 петлю лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31. И плюс 32 одна кромочная. 1, 31, 1 изнаночная, 31 лицевая. Снова. Раз, два, три, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31. И кромочная тоже лицевая. Одна кромочная. Далее второй ряд. Кромочную снимаем. 30 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. И вот теперь смотрите, вот наша изнаночная петля, то есть 31, 32 и 33, но среди между ними вот она изнаночная петля, мы ее ставим, 30 петель я здесь провязала, и провязываю 3 петли вместе лицевой, при этом вторую петлю ставлю поверх первой и провязываю вместе. Таким вот образом 3 петли вместе. Далее 30 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Кромочная, лицевой, всегда лицевой. И третий ряд. Первую петлю снимаю, 30 лицевых. Раз, два, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Одна изнаночная, 30 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 и кромочная лицевой. Четвертый ряд. Обращу внимание, что в этом квадрате у нас четный ряд лицевой, а не четный ряд изнаночный. Первую петлю снимаем, 29 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29. И снова 3. Вот, основываясь на вот эту вот лицевую, мы делаем в каждом нечетном ряду, в каждом лицевом, да, мы делаем вот эти вот перебросы, ставим ее поверх первой и провязываем 3 вместе. То есть в каждом четном ряду. В нечетном мы ее провязываем изнаночной. Далее у нас 29 лицевых и кромочная. По сравнению, далее мы продолжаем таким вот образом. В каждом нечетном ряду мы просто вяжем лицевые петли и по центру одну изнаночную. Далее я просто объясняю, чтобы вы не считали, потому что смысла считать нет. Вот. А в четном ряду, то есть в лицевом ряду, вы вяжете 3 вместе. Вот по центру. Вот далее будет вот так вот 3 вместе, 3 вместе, 3 вместе. То есть и с этой стороны будет закрываться по одной петле в каждом нечетном ряду. Вот она наша получается линия, да, центральная основа листочка. И вот наши 65 петель. Вот наши петли набора. 31, 31,
2 кромочные и центральная. И вот вы видите, что если сложить пополам, основываясь на вот эту вот нить, эта часть у нас уменьшается. Вот здесь вот закрываются эти петли, и она вот таким вот треугольничком закрывается. И точно такая же получается такой же треугольник с этой стороны. Относительно этой линии 2 треугольника, и в итоге у нас получается квадрат. Вот. И далее я продолжаю вот вязать, закрывая по 3, по 3, по 3, по 3, пока у меня не останется в конце 3 петли. Вот уже говорю, считать здесь не надо. Мы основываемся на вот эту вот лицевую петлю. Вот так вот это выглядит. Смотрите, вот я уже довязываю до конца. Остается у меня 5 петель. И вот последние 2 ряда. У меня осталась кромочная, 3 петли вместе и кромочная. И здесь я провязываю в изнаночном ряду сразу 3 кромочные 3 петли изнаночные, 3 последние петли. Обрезаю нить и продеваю ее. Со спицами у нас уже все. Эту нить я продеваю. Хотя ее можно оставить, вот эту нить, потом для сшивания. Если у вас отдельные будут квадраты, то эту нить можно использовать для сшивания их. Так, теперь у меня мы будем вывязывать листочек. Для этого вот с этого конца, где мы закончили, да, вот мы здесь закончили. Смотрите, отсчитываем. Здесь у нас отсчитываем от конца 1, 2, 3, 4, 5. Вот с 6-й дорожки, смотрите, вот он узелок первый, как бы первой петли, и вот узелок второй петли. Во вторую петлю продеваем крючок. И вот с изнаночной, нить у нас расположена с изнаночной стороны. Цепляем рабочую нить и вытаскиваем на лицевую сторону. Вот этот вот край пока оставляем, а здесь вот так вот подхватываем рабочую нить и держим ее за работой. Здесь у нас получается крючок вдет во вторую петлю, первая вот здесь вот. Далее вводим крючок в следующую петлю, на изнанке захватываем нить, продеваем и провязываем 1, следующая петля, не затягиваем слишком, 2 и 3. Есть. Тут петли должны быть свободненькие. Для этого у нас есть крючок. Снимаем крючок, вот она петля, продеваем крючок с изнанки на лицо и продеваем эту петлю на изнанку. Так, есть. То есть вот они, наши 3 петли. Эту я чуть-чуть вот так вот поддену. Вот 1, 2, 3. Далее вот эту петлю, нить, которая от набора, я ее продену и обрежу. Даже не так. Даже знаете, как я сделаю? Продеваю прям сюда. Вот, кстати, наша петля, она здесь пусть будет. Вот я их сейчас вот здесь вот завяжу, эти 2 нити, и все, и обрежу. Чтобы они нам не мешали. Итак, петля наша находится на изнанке. Теперь смотрите, вот они, наши провязанные петли.
Теперь мы берем с этой стороны, вдеваем, то есть мы протянули петлю наизнанку перед вот этой вот лицевой дорожкой и вводим крючок за ней и подхватываем эту петлю и провязываем как бы и вытаскиваем параллельно с этой стороны. Здесь у нас тоже 1, 2, 3, 4 в 5 ряду. Вот мы начинаем вязать. 1, 1, 2, 3. Здесь у нас первая, вторая. Во вторую петлю мы вводим крючок снизу вверх. И эту петлю переносим наизнанку. Здесь мы ее провязываем. И вот здесь, вот смотрите, нам нужно ее достать, вернуть как бы. Понимаете, чтобы она была наверху. Вот красивая, пышненькая. Далее вот эту вот петлю мы подтягиваем. Нам нужно переместиться. Вот смотрите, вот они наши 1, 2, 3. Мы перемещаемся на 2 ряда вниз. 1, 2. И вот здесь вот опять же раз, два, во вторую. Что-то я запуталась. Да, все правильно. 1, 2. Здесь у нас вот 1, 2 и в 3 ряд мы продеваем, то есть через 2 ряда, спицу и поддеваем эту петлю, которая у нас с изнанки, и вытаскиваем сюда. Это сейчас я пытаюсь вам показать, чтобы все было видно. Это потом вы провяжете, сделаете пару квадратов, и потом вы будете вязать это все очень легко. Значит, вот здесь я вот поддерживаю и подтягиваю эту петлю, поддерживая эту, чтобы не залезли эти петельки как бы туда. Потом оно все будет нормально. Значит, вяжем теперь по вот этому ряду. Здесь у нас вот сюда прицеплен этот как бы жилка листочка, 1 пропущенный, в следующий, где мы вытащили, мы вяжем. 1, 2, не затягиваем. 3, 4 и 5. Так, теперь снова вводим наизнанку эту петлю. Вот она. Вводим спицу теперь отсюда. Здесь она была справа налево, а здесь вводим спицу сюда. И достаем вот эту вот петлю, вернее цепляем эту петлю и одновременно ее провязывая достаем сюда и вяжем здесь. Теперь здесь у нас тоже вот наша прожилка, 1 ряд пропущен. 1, 2, 3, 4, 5. Есть. Теперь снова снизу добавляем. И последнее, вот видите, у нас все время здесь началось, здесь закончилось во второй петле. Так, протянули, провязали и вытащили отсюда эту петельку, чтобы она сверху была. Вот она. Далее держу ее пальцами и подтягиваю эту петлю. Теперь смотрите, вот у нас здесь мы провязывали, 1 ряд пропускаем, то есть 1, 2, и в третьем снова 1, 2 петля, продеваем крючок. Вот видите, я уже ее распустила. Достаем петлю, вытаскиваем, чтобы была попышнее. Вот здесь еще придется
вот так вот их вытащить. Но это только в начале, я же говорю, после ВТО это все. Вот казалось бы, вот этих вот первых не очень видно, но они потом будут видны в общей картине. Так, вяжем. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7. То есть каждый раз у нас добавляется по 2 петельки. Так, снимаю, снова продеваю на изнанку. Вдеваю крючок с этой стороны и переношу. Вот так вот провязываю, переношу сюда. Здесь вяжу. Раз. Видите, я вяжу именно вот эти вот как бы ячеечки. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И сюда мы продеваем. Здесь провязываем петлю и опять же достаем до ее здесь. Вот она вот так вот пышненькая. Здесь снова один ряд пропускаем, так как к этому мы вязали. Пропускаем и следующий вдеваем крючок и подцепляем эту петлю. Так, и снова теперь у нас должно быть 9 петелек. Вот видите, один ряд у нас между ними. Раз, два, три. Поверьте мне, вы наловчитесь. 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот. А теперь снова мы крючок вводим, снизу вверх. Достаем эту петлю наизнанку. Далее крючок сверху вниз. Подхватываем петлю и провязываем. Вот здесь у нас вот предыдущий ряд, промежуток, и вот здесь в этом ряду мы вяжем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, снова смотрите, раз, два, вторая петля мы переносим сюда, провязываем и достаем эту петельку. Здесь один ряд пропускаем и следующий. Вот видите, куда я втыкаю крючок. Вовремя я, конечно, показала. Видите, вот в эту ячейку, в петельку. Так, достаю сюда и вяжу. Теперь у нас что? 11 петель. Раз. Два.
7, 8, 9, 10, 11. Переношу петлю сюда. И с этой стороны 11. Раз. Одиннадцать. Где уже видно как бы вот эти прожилочки лепесточка. Переносим на изнанку. Далее снова подвигаемся через ряд. И теперь у нас 13 петель. Это получается на раз, два, три, четыре, пять, шестая прожилочка, да, 13 петель должно быть. Раз. Что-то я тут накрутила, намутила. Так, есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 13. Переношу на изнанку, на эту сторону, на изнанку сначала, потом на эту сторону. Так, теперь сюда. Вот здесь вот при переносе не обязательно как бы провязывать. Если вам неудобно, то не провязывайте. Здесь теперь 13. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Это последний раз мы увеличиваем. Теперь у нас пойдут эти листочки вот так вот ровные. Для этого что мы делаем? Сейчас я переношу туда, на ту сторону. Провязываю, подтягиваю ниточку, теперь побольше. Здесь достаю опять же эту петлю. Так, теперь смотрите, мы перемещаемся на ряд, через ряд, да, вот мы вязали, один ряд пропускаем,
И следующий, значит, здесь мы вязали во вторую петлю, смотрите, 1, 2. Теперь мы передвигаемся еще на 2 петли, 1, 2, и вяжем в эту, то есть это 4-я петля. Вот в нее мы достаем эту петельку и начинаем вязать. Вот следующую у нас получится 13. 1. Здесь вот следим за тем, чтобы эта нить у нас не стянула, то есть здесь у нас должно быть свободно. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Видите, уже у нас пошло вот так вот смещение. Мне, конечно же, нужно было на образце взять другую нить, чтобы вам было хорошо видно, да, вот я сглупила. Уже поздно, батенька, чудо свершилось. Но в следующий раз я не буду так безглаберно относиться. Свяжу здесь 13 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. 13. Вот и прекрасно, да? И получается, что мы в 4-ю петлю. 1, 2, 3, 4. Здесь мы заканчиваем тоже в 4-ю петлю. Так, достаем сюда. Все как обычно провязываем, только здесь вот достаем побольше петельку, потому что она будет смещаться. Здесь достаем эту петелечку и считаем теперь с этой стороны. Один ряд пропускаем, и в этот ряд мы будем вязать 1, 2, 3, 4, 5. Теперь в 6-ю петлю поддеваем вот эту вот петлю, достаем ее и вяжем 13 опять же петель. Просто мы смещаемся по вот этой вот косой и вяжем 13 петель. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13. Переносим. И теперь здесь 13. Раз. 13.
13, и в шестую мы продеваем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот все правильно. Вот она, наша шестая. Продеваем, провязываем, вытягиваем подлиннее. Здесь подтягиваем. Далее ряд пропускаем следующий, и здесь у нас будет 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Вот она, 8. Поддеваем эту петлю и вытаскиваем сюда. И вяжем 13. Опять же 13. Переносим петлю. Здесь вяжем 13. И 8 у нас должна быть продета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все четко. Продеваем. Все то же самое. Провязываю и достаю побольше ниточку. Здесь достаю петельку. Возвращаю на место. Вот уже видно у нас листочек прекрасно. Очень красиво. Прям красиво. Так, теперь ряд пропускаем, и в этом ряду мы вяжем в 10-ю теперь петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот она, 10-я. В нее я достаю эту петлю и вяжу 13 опять до основания листа. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13. Переношу петельку.
13. Так, это должно быть сейчас 10. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все правильно. То есть 10-я петля у нас. Ой, ой, ой. Теряемся. Провязываем, вытаскиваем. И теперь 12-я. Это последний, ну, длинный, а потом один короткий мы свяжем. Так, теперь один ряд пропускаем. Вот он наш, этот пропуск. Здесь вязали, пропускаем в этом ряду у нас 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11. Вот 12-я наша петелька. В нее мы продеваем. И вяжем 13. Да. 13. Все то же самое. Переносим на изнанку. И 13 в эту сторону. Вот одну пропускаем. Здесь следите, чтобы вы попали именно в тот ряд, который нужно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, в 12-ю, да, проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все как в аптеке, девчонки. Чтобы учиться, девчонки, выбирайте узор, пряжу потолще, тогда вам будет виднее. Вот здесь вот нам нужно будет переместиться сюда, и поэтому протяжка у нас вот такая вот будет большая. Это последняя, как бы вот этот маленький, такая веточка в конце листочка. Всего у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И сейчас 12. И 12 у нас будет на 20 как бы ряду. Вот в каком мы в этом ряду вяжем. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот отсюда. Вот сюда нам нужно протянуть эту нить. Здесь, конечно же, можно ее и обрезать, привязать. Ну, я показываю так, а ваше право, можете обрезать и привязать, чтобы не было этой последней большой протяжки. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 у нас здесь петелек. Перемещаем. И это будет последнее. И вот наш листочек. Девчонки, поверьте мне, страшно только первые 2 листа, потом все хорошо. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, есть. Я обрезаю, перемещаю сюда. И
там затягиваю узелочек, и все, девчонки. Вот такой вот у нас такое чудо расчудесное. Так, здесь я достану все-таки эту петлю последнюю, как обычно, а потом продену нить. Вот видите, вот эта вот протяжка, здесь они как бы такие незаметные, да, ну нормально. А вот эту вот я же говорю, это уже от вас зависит, либо вы ее там оставите, либо вы вот здесь вот тоже вот точно так же обрежете нить, проденете ее и начнете с новой нити, которую тоже проденете. Вот, наверное, так будет лучше в этом случае, чтобы не было этой протяжки. Вот. Вот смотрите, какой листочек у нас прелестный. Еще, конечно же, ВТО это все утрамбуется, устаканится. Вот. Я уже... вот он. Вот. И этот листочек проявится. Он, вот если так на него смотреть, его как бы и не видно. Но потом, когда я вот начала эти пазлы складывать, да, потом это все проявляется потом. Знаете, вот он как теневой узорчик. Можно вот использовать 4 штуки. Вот так вот скласть, да, для подушечки. Очень симпатично. Это еще без ВТО у меня. Можно в плед, можно вот в одном направлении их перемещать. Ну, в общем, тут уже ваша игра фантазии. Можно один туда, вот так вот елочкой. В общем, девчонки, с этими квадратами как угодно уже можно играться. Все, девчонки, на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.